Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Оля, мой канал о стильном рукоделии. Добро пожаловать! Пока я довязываю джемпера из зимней пряжи с альпакой, скоро покажу вам один из них. Я решила, что надо немножко разнообразить, и так как за окном уже календарная весна, думаю, надо что-то весеннее повязать. И вспомнила, что у меня лежит джемпер, который я очень люблю, но который мало носила и давно связала, потому что у него очень широкая была горловина и очень узенькая здесь полосочка была связана. И я подумала, что надо его надвязать, и чтобы я могла его носить сейчас весной. И решила, что надо вам его показать, как идею, как пряжу, про пряжу расскажу отдельно. Сейчас хочу вставить фотографии, как этот джемпер выглядел на мне до того, как я увеличивала горловину. The doors OPEN. Take that hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke. Этот джемпер связан из пряжи Estiva 2. Она, к сожалению, точнее, может быть, даже не к сожалению, она просто вышла из производства в этом году. Но, да, фирмы Lana Grossa. Но Lana Grossa ей на замену выпустила новую пряжу, называется пряжа Funky, там примерно тот же состав, примерно тот же метраж, и она примерно так же выглядит. Единственное различие, что Estiva это был шнурок, а Funky это ленточная пряжа. Но идея, она такая же, это пушистая хлопковая пряжа. И изделия из нее, в принципе, выглядят похоже. Я очень хочу купить эту пряжу Funky, попробовать. Сейчас магазины привезли пока первую партию, ограниченное количество цветов. И я подожду сейчас, пока придут все цвета, чтобы пойти выбрать, посмотреть. Хотя на самом деле у меня очень много Estiva, и по факту это одно и то же, назначение у нее одно и то же. И я очень много покупала это Estiva. Посмотрите, какая у меня гора, коробка. Тут разных цветов, разные на разные изделия пряжи у меня. Поэтому, может быть, если я и буду покупать, ну, совсем чуть-чуть, просто попробовать, что это за новая пряжа. А вообще планирую вязать из этой, и сделаю отдельное видео, покажу моточки, покажу, сколько у меня их, на что я их планирую. Они на самом деле выглядят очень вкусно, как конфетки. А этот джемпер я связала, наверное, несколько лет, ну, может быть, не помню, сколько лет назад. Я увидела в магазине пряжи клиентку, хотела сказать пациентку, клиентку, покупательницу в таком джемпере. И мне так понравилась эта идея. Я спросила у продавцов, не знают ли они, что это, из чего связано. И они мне сразу достают из-под прилавка журнал. Вот, говорят, журнал. Из этого журнала модель. Вот модель из этого журнала. Это журнал Filati, выпуск 47, ну год, вот я не помню какой год, не вижу. Ну, в общем, Сонечка у меня была маленькая. И я сразу же говорю, дайте мне пряжу вот под эту модель. А пряжи оказалось, что ее нет. Пряжа вся на тот момент была раскуплена, и мне пришлось под заказ. Мне привозили нужное мне количество моточков. И я долго ждала, и потом, когда дождалась, была очень-очень счастлива и начала вязать. Вообще, я по описаниям вязать не очень люблю. Журналы я покупаю исключительно для вдохновения, или мне их дарят. Вот этот журнал мне подарила сестра. А так я не люблю вязать, потому что, ну,
наверное, просто я напугана тем, даже не то, что напугана, а просто мне не нравится то, что даже в самых классных журналах очень часто бывают ошибки в описании. В частности, в описании к этому джемперу также было много ошибок у авторов, там было указано, по-моему, и неправильное количество рядов петель, там схема дана этого рисунка. Джемпер этот имеет А-образный силуэт, прямая пройма, скоса плечей нет, это вверху просто прямоугольник, часть прямоугольника, рукав также просто прямоугольники, связаны снизу вверх и пришиты, без оката, без скоса плеч, то есть все очень просто. То есть надо только знать количество нужное петель, рядов, как распределить по цветам, а так все достаточно простой фасон. И этот джемпер я вязала на пятерке, как я сказала по описанию, все резинки связаны на 4,5. Единственное, когда я вчера надвязывала горловину, то я, как обычно, вот последние 1,5 сантиметра связала на 4, потому что чтобы она не сильно расползалась. Все-таки пряжа тоже, она такая очень тягучая, расползается тоже в разные стороны. Из этой пряжи у меня еще связан кардиган для дочки. В следующем видео тоже о нем расскажу, когда буду показывать пряжу, расскажу, как я его связала. И все эти вещи сейчас можно связать также из пряжи Фанки, я уверена. Я обязательно куплю и покажу тоже эту пряжу. Или в инстаграме, или видео сниму, ну, обязательно, если я свяжу изделие, то обязательно также его покажу здесь на ютубе в видео. И теперь я вставлю видео, на себе покажу, как я его планирую носить, с чем, и вот планирую носить его сейчас весной. Вообще ношу под плащ, под кардиган. Он не жаркий, не теплый, не прохладный, то есть он какой-то такой нейтральный. Я его и в торговый центр одеваю, и просто гулять, и когда куда-то еду, может быть в парк какой-то, и в гости можно одевать. Ну, то есть в любое... Он, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди, этот джемпер. Но самое классное, что у него тактильное ощущение от носки очень клевые. Так что, если хотите, тоже можете покупать пряжу Фанки, вязать что-то подобное. Я думаю, что журнал можно найти еще где-то в продаже, может быть, там на eBay или в самой Лана Гросси. Не знаю, кстати, можно посмотреть в самой Лана Гросси, можно его купить или нет. Вообще, это классный журнал, тут классные модели, они до сих пор актуальны, то есть, ну, не все, конечно же, но многие спокойно можно вязать и сейчас. Вот я его листаю просто для вдохновения. Вообще сейчас журналы можно не покупать, потому что все модели, если просто смотреть, можно найти онлайн, в интернете. Но это журналы, это как читать книги в бумажном виде. Я люблю больше читать книги в бумажном виде, чем в электронном. Это какой-то особый кайф. Также и с журналами, то есть мне журнал нравится, конечно же, больше в бумажном виде, хотя он, конечно, уже потрепанный, уже тут такой порванный кое-где,
Ну, он классный журнал. У меня еще есть несколько журналов в Филате, и все я их вот так вот пересматриваю просто для вдохновения, ну и получения какого-то, может быть, тактильного, визуального позитива, нет, и для получения чего-то такого, ну, приятного. Вот посмотрите, тут какие классные бактусы или что это такое. Косынка, шарфы из Silk Hair, Printed Silk Hair. Их сейчас, эта пряжа и сейчас продается, ее можно купить. Классные. Тут, в принципе, вот из Estiva еще модель, сейчас такую же, наверное, можно связать. Кстати, сейчас вышел новый журнал, и там как раз модели из новой вот этой пряжи, которая называется Funky. Хочу тоже пойти полистать, но вообще мне этот журнал нравится тем, что вот они вот так вот компонуют все, показывают в моточках свою пряжу, очень красивые фотографии, показывают на подиуме модель. Покупайте пряжу новую, можно, кстати, Estiva, я думаю, сейчас на eBay можно найти вот эту Estiva вообще с огромными скидками, ее на Alana Grossi продавали с огромными скидками. И я думаю, что сейчас нам где, если она осталась, пошерстить по интернету, можно найти много ее со скидками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик. И до новых встреч!